Люди, я думаю, будут больше верить тому, что увидят на экране. Когда ваш президент Уилсон увидит мой фильм, он будет знать, что он должен поддерживать Панчо Вилья. Он увидит, что Панчо Вилья хороший, в отличие от президента Уэрте. Козлоеба. Ну да, я понял. Хорошо, хорошо. Ну что, отметим это дело? Отпразднуем. Надеюсь, он на меня не обидится, потому что много я не пью. Ну ты не волнуйся, он вообще никогда не пьет. Значит, ты Фрэнк, да? Это твое имя, да, Фрэнк Тер, сэр. Панчо — это и есть Фрэнк. Панчо — это Франциско. Это его прозвище. Отлично, два Франциско. Скажи, что ты хочешь, Франциско второй? Лимон, ваниль? Дай ему то же самое, что Франциско первому. Дай ему тутти-фрутти. Спасибо, говорит по-испански. Добро пожаловать в Мексику. Спасибо. Никогда в жизни такого человека не видел. А таких людей нет. Если бы был, он бы ему мозги вышиб в раз. А как мы будем это делать? У тебя есть какой-нибудь план, Фрэнк? Ну, кроме молитвы. Я думаю, нужно нам всем рассредоточиться, ловить все, что только можно. Ну, кроме пуль, ты имеешь в виду? Эти придурки там больше 10 минут не продержатся. Господа, кинокомпания Mutual скоро войдет в историю. Благодаря эксклюзивному соглашению с генералом Панчо Вильей, вошедшему в обойму наших великих актеров, таких как Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд и Фетти Арбакл, зритель первый раз своими глазами увидит перипетии настоящего сражения, снятые на кинокамеру. Полная херня. На каждой странице вранье. Сервантес с этим говном даже задницу себе бы не вытер. Я не понимаю. Мьерда — это говно. Ну, это я знаю. Просто не пойму, почему вы Панчо Вилью становится преступником, когда федералы отбирают землю его отца. Земля моего отца — это его могила. Просто мистер Эйткин считает, что так будет красиво. В драматическом смысле. Этот ваш смысл вранье, вы не понимаете. Нет, я понимаю. Я понимаю, что Панчо Вилью ни за что бы не позволил, чтобы его сестру изнасиловали федералы. Но после этого вы стали бунтарем. Я сам знаю, почему я стал таким. Панчо Вилью не обязательно смотреть фильм, чтобы разобраться в себе. Президент Вилья. Эта фантазия откуда взялась? От Хуана Рида вы ничего не узнали. Никакого президента Вилья не будет. Но это ведь возможно. Революция должна накормить голодных, а не амбиции Панчо Вилья. Хорошо, но это чудесная сцена. Говно собачье. Ну, хорошо. Хорошо. Сделаем это сценой во сне, мечтой. Мечта Панчо Вилья, чтобы президентом Мексики стал образованный человек. Ваш президент Уилсон, он ведь был профессором, правильно? А Панчо Вилья — профессор лошадей и солдат. Кстати, генерал Грант был таким же и стал президентом. Грант? Это пьянь. Он убивал мексиканцев точно бутылки виски. Я не знал этого. Нет, в ваших учебниках истории плохих американцев не бывает. Грант, он пришел, когда нефть еще не открыли. Но он пришел за золотом, серебром, за сахаром. Сволочь хитрая. Хотите снимать сражение в Торреоне? Привозите свои камеры. Но не надо снимать о Панчо Вилье то, чего не было. Компания вложила в это огромные деньги. Вранье стоит больших денег, Франциско. Сеньор Эйткин заявляет, что расскажет правду о Панчо Вилье. Но это вранье. Говно собачье.